Когда этот человек появился на пороге роскошного банкетного зала, по рядам гостей пробежал шепот. Его внешний вид, несмотря на новый костюм, выдавал в нем человека, чья жизнь была полна лишений. Но стоило ему взять в руки микрофон, как зал погрузился в тишину, а затем все потеряли дар речи. Этого мужчину звали Джек. Ему было чуть больше 40, его лицо избороздили морщины, не свойственные возрасту, а взгляд хранил печать глубокой застарелой усталости. Последние 5 лет он был бездомным. Его сознательная жизнь началась с чистого листа в стерильной белой палате реанимации. Он очнулся пронзенный болью, не помня абсолютно ничего. Ни вкуса любимой еды, ни лиц друзей, ни собственного имени. Джек! Так его окрестили медсестры, просто чтобы как-то к нему обращаться, так как никаких документов в карманах его изодранной одежды не обнаружилось. Врачи, сочувственно глядя на пациента, рассказали страшные подробности. Его нашли едва живым на обочине горной дороги среди дымящихся обломков и битого стекла. Машина, в которой он ехал, сорвалась с крутого обрыва, превратившись в груду искореженного металла. Все остальные пассажиры погибли на месте. Джека по какой-то невероятной случайности выбросило из салона в момент первого удара. Черепно-мозговая травма оказалась настолько серьезной, что стерла его личность, вызвав тотальную амнезию. Медики долго надеялись, что память вернется вспышкой, озарением, но дни шли, а в голове Джека была лишь звенящая пустота. Полиция пыталась найти его родных по базам данных, но без отпечатков и документов это оказалось невозможным. Когда физические раны затянулись, больница больше не могла его удерживать. Его выписали в никуда с надеждой, что знакомая среда или случайная встреча помогут ему вспомнить дорогу домой. Но дома у него не было. Первый день на свободе стал для него адом. Он несколько часов просидел на автобусной остановке, сжимая в руках пакет с скудными пожитками, оглушенный шумом города. Люди проходили мимо, машины гудели, жизнь текла своим чередом, а он чувствовал себя инопланетянином на этой планете. Когда к остановке подошел последний ночной автобус, Джек сел в него просто потому, что боялся оставаться один в темноте. Он доехал до конечной, мрачного индустриального района. Там, бродящим среди мусорных баков и закрытых складов, его заметил Рэй, пожилой бездомный с добрыми глазами и хриплым голосом. «Потерялся, приятель?» — спросил Рэй, оценив растерянный вид незнакомца. Узнав, что Джеку некуда идти, Рэй не стал задавать лишних вопросов. Он отвел его в свой лагерь, небольшое поселение из палаток под мостом. Джек был поражен тем, как тепло его приняли эти люди, у которых не было ничего, кроме друг друга. Ему выделили спальный мешок, налили горячего супа из общего котла. Они расспрашивали его о жизни, но, слыша в ответ лишь тишину и извинения, не отвернулись. Со временем Джек стал своим. Он научился выживать. Рэй показал, где можно достать еду, как утеплить палатку газетами и какие районы лучше обходить стороной. Джек смирился со своей судьбой, но в глубине души его грызла тоска. Ему жизненно важно было узнать, кем он был до того, как огонь и металл разделили его жизнь на «до» и «после». Единственной ниточкой, связывавшей его с прошлым, была музыка. В его голове постоянно звучала одна и та же мелодия, простая, но щемяще грустная. Он не помнил, где услышал ее, но, напевая этот мотив перед сном, он чувствовал странное тепло, словно кто-то родной обнимал его за плечи. В приюте его полюбили за этот голос и прозвали «Джек-певец». Однажды, когда Джек и Рэй искали картон для утепления, они прошли мимо уличного кафе,
где громко играло радио. Джек замер как вкопанный. Он начал подпевать, и слова, казалось, сами рождались у него на языке. Это было первое настоящее воспоминание. Не визуальное, а эмоциональное. С тех пор он каждый день приходил к этому кафе. Он впитывал музыку, запоминал тексты, и его репертуар начал расти. Один из обитателей лагеря как-то сказал: «Слушай, Джек, с таким голосом грех пропадать. Попробуй петь людям, может, заработаешь на нормальный ужин». Джек решился. Вскоре он обнаружил, что его пальцы помнят гриф гитары. Когда он впервые взял в руки дешевый, расстроенный инструмент в ломбарде, руки сами легли на нужные лады. На скопленные с выступлений монеты и мятые купюры он купил подержанную гитару. Певец Джек стал местной достопримечательностью. Он сидел на тротуаре, подстелив под себя куртку, рядом стояла картонка с надписью «Закажите песню, и я исполню ее за $1». Прохожие останавливались, завороженные его бархатным баритоном, но Джек пел не ради денег. Он пел, надеясь, что музыка поможет ему вспомнить что-то важное. Весь заработок он честно относил в приют, покупая еду и лекарства для своих друзей по несчастью. Тем временем, за 1000 километров от этого места на солнечном побережье Майкл и Грейс готовились к главному событию своей жизни. Их свадьба должна была стать идеальной сказкой. Грейс мечтала об этом дне с детства, но чем ближе была дата, тем грустнее становились ее глаза. В своих мечтах она всегда видела, как к алтарю ее ведет отец, крепко сжимая ее руку. Но отца не было рядом уже 5 лет. Он пропал без вести, и надежды почти не осталось. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Майкл и его друзья отправились на мальчишник в город. Проходя по одной из оживленных улиц, они услышали голос. Он звучал так мощно и чисто, что перекрывал шум толпы. Майкл остановился. На тротуаре сидел бездомный с гитарой. В его исполнении даже простая поп-песня звучала, как глубокая баллада. В голове жениха созрел безумный план. Он подошел к бродяге, бросил в чехол крупную купюру и попросил спеть что-нибудь о любви. Когда Джек закончил, вокруг них уже собралась небольшая толпа, аплодирующая стоя. «Послушай, Цазазус», — сказал Майкл, присев на корточки перед музыкантом, «ты не хотел бы заработать по-настоящему? У меня завтра свадьба, а музыканты подвели. Твой голос — это лучшее, что я слышал». Джек, немного смутившись, согласился. На следующий день за ним приехал личный шофер. Увидев, что одежда Джека совершенно не подходит для торжества, водитель по поручению Майкла завез его в магазин мужской одежды. Там Джека побрили, подстригли и одели в элегантный смокинг. В зеркале отразился совсем другой человек. Статный, красивый, хоть и с печальными глазами. Свадьба началась. Перед первым танцем Майкл взял микрофон. «Любимая, я знаю, как ты расстроилась из-за музыки, но у меня есть для тебя сюрприз». Свет прожекторов выхватил фигуру на сцене. Грейс и гости настороженно переглядывались. Лицо музыканта казалось смутно знакомым, но никто не мог понять, кто это. Однако стоило Джеку взять первый аккорд и запеть, как зал наполнился магией. Его голос проникал в самую душу. Грейс, улыбаясь сквозь слезы счастья, прижалась к мужу. «Где ты его нашел? Он невероятен!» — шептала она. Когда песня закончилась, зал взорвался аплодисментами. Гости требовали еще. Джек, чувствуя невероятный прилив вдохновения, решил сыграть ту самую мелодию, единственную, что осталось с ним из прошлой жизни. Он перебрал струны и начал петь. Это была колыбельная, но в его исполнении она звучала как гимн любви и тоски. Внезапно Грейс замерла посреди танцпола. Ее лицо побледнело, она медленно отстранилась от Майкла и повернулась к сцене.
Ее губы дрожали. «Папа?» — еле слышно прошептала она. Эта песня не была известным хитом. Ее отец сочинил эту мелодию специально для нее, когда Грейс была совсем маленькой. Они пели ее дуэтом по вечерам, и никто, кроме семьи, не мог знать эти слова. Тишина в зале стала оглушительной. Невеста, путаясь в пышном платье, бросилась к сцене. «Папа, это ты!» В этот момент со своего места вскочила мать Грейс. Она смотрела на мужчину с гитарой, зажав рот рукой, чтобы не закричать. В ее глазах ужас сменялся неверием и надеждой. Джек стоял в растерянности, опустив гитару. Но когда Грейс подбежала и крепко обняла его, уткнувшись лицом в его плечо, запах ее духов, знакомый запах из далекого прошлого, словно взорвал плотину в его сознании. Перед глазами замелькали картинки. Вот он учит маленькую девочку играть гаммы, вот он целует жену перед отъездом, вот свет софитов, большая сцена. К сцене подбежали жена и сын. Когда они сомкнули объятия вокруг него, Джек упал на колени и заплакал. Он вспомнил все. Выяснилось, что в своей прошлой жизни Джек был лидером успешной рок-группы. В тот роковой год они получили приглашение на фестиваль мечты в соседнем штате. Решив сэкономить на перелете и устроить дорожное приключение, группа поехала на машине. Авария перечеркнула все, и полиция ошибочно посчитала, что погибли все пассажиры, так как тела сильно обгорели, а Джека отбросило далеко в кусты, где его нашли спасатели, приняв за случайного попутчика. Семья оплакивала его 5 лет, даже не подозревая, что он жив и бродит по улицам, пытаясь вспомнить их лица. Возвращение памяти заняло время, но любовь близких стала лучшим лекарством. Джек вернулся к нормальной жизни, но не забыл тех, кто спас его, когда он был никем. Он стал часто приезжать в приют к Рэю и остальным. Теперь он привозил не мелочь, а фургоны с едой, теплую одежду и помогал бывшим коллегам найти работу и жилье. История Джека стала легендой, напоминающей всем. Даже когда кажется, что все потеряно, судьба может подарить второй шанс. И иногда этот шанс приходит под звуки старой забытой песни.